Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать вот такой джемпер таким необычным узором. Я его крестила барашками, но на самом деле выполняется этот узор в технике брумстик и так называемое перуанском вязании. Получается такой декоративный необычный узор. Посмотрите, вот я его приблизила, его видите, да? Такими завитками интересными. Вообще выполняется эта техника крючком. А мы сегодня с вами будем вязать такой узор спицами. И кто никогда еще не пробовал, приглашаю всех просто оценить, как здорово вязать такой интересный узор. Его можно применить не только в качестве вязания джемпера, да, но и как декоративный какой-нибудь элемент, например, чередовать этот красивый узор с лицевой гладью, да, то есть здесь очень много вариантов. Или низ как-то украсить изделие такой вязкой. Ну, в общем, девочки, действительно необычный узор. И кому интересно, остаемся на канале. Будет у нас полноценный сегодня с вами мастер-класс, в котором мы с вами свяжем этот образец, разберем схему. У нас будет выкройка, и мы будем с вами рассчитывать данный джемпер на разные размеры. Будет составлено описание, которое я всегда выкладываю под видео. Итак, мои хорошие, приступаем к выбору пряжи. Конечно же, все начинается с выбора пряжи и спиц. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Вот такой узорчик мы будем сегодня с вами изучать. И джемпер предлагаю вязать из пряжи Yarn Jeans. 55% хлопок, 45% полиакрил. Цвет у меня 71. Вот такая турецкая интересная пряжа. 50 грамм на 160 метров. Я давно ей пользуюсь. Мне нравится ее качество, состав идеальный практически. Потому что чистый хлопок я все-таки больше предпочитаю вот такую смешанную пряжу. И вот так выглядит наш узорчик, девочки. Смотрите, какой он интересный. Барашками такой, да. Очень вяжется, на самом деле, просто. На видимую, так скажем, сложность, да. Спицы будем использовать с вами 3,5. И вот так у нас тут связано 2 раппорта в высоту. Несложное вязание. Наверное, средний уровень мастерства понадобится. Начинающая вязальщица при достаточном упорстве тоже свяжет этот узор, потому что там несложно, всего в высоту 8 рядов. Несложно, девочки. В шахматном порядке у нас эти барашки располагаются, видите, да? Но все равно красота неописуемая. Вы можете связать в качестве отделки, для топа, например, какого-то, да, летнего. То есть этот узор можно такой универсальный, необычный. Я думаю, что его можно не только для джемпера применить, для кардигана, например. То есть летний такой вариант, согласитесь, потому что все-таки он ажурный. Но довольно интересный, будет сразу бросаться в глаза и привлекать внимание своей необычностью. Это уж точно. И давайте посмотрим с вами сразу схемочку этого узора. Вот таким образом выглядит схема узора. Здесь есть условное обозначение. Конечно, немножко это все нечетко выглядит, но суть не в этом, а суть в том, что вот вы видите очертания этого узора, и мы с вами его будем вязать, поэтому не думаю, что будут какие-то сложности. 7 петелек у нас идет раппорт узора и 8 рядов в высоту. Так, и вот такая у нас еще есть выкройка. Скорее всего, я ее поменяла. Смотрите, у меня тут другие размеры стоят.
и другие, соответственно, будут цифры. Нечеткая у нас получается выкройка, девочки, к сожалению. Все, что нашла на данную модельку, ничего страшного. Сегодня мы с вами, после того, как свяжем образец, все обсудим. И сколько петелек, и какие мерки у нас будут использоваться. 6 размеров мы сегодня с вами рассмотрим, как сделать описание. Все посчитаем. Поэтому не волнуйтесь, очертания видны, как все устроено, да, а более детально в конце видео, после того, как свяжем образец. И мое описание, сейчас я вам его открою, я его выкладываю всегда под видео. Вот такие размерчики у нас с вами сегодня будут присутствовать. Увеличиваю. Итак, российские размеры 42, 44, 46, 48 и 50, 52. Описание вязания у нас попетельное. Вот здесь все выложено, все разложено по полочкам, последовательность вязания полностью обозначена. Все вяжем, ничего я зачитывать не стану, поскольку мы с вами по второму разу не имеет смысла. Мы с вами сегодня каждую эту петельку обсудим в конце видео, как я уже сказала. Итак, приступаем к вязанию узорчика. Для образца я набрала 37 петелек. У меня будет, смотрите, как выглядеть. 5 раппортов по 7 петель и 2 кромочные. Вы можете набрать любое количество петель, кратное 7, и в общем 2 кромочные еще добавить. Итак, показываю вам по схеме первый ряд. Первый ряд у нас все петли вяжем изнаночными. Все до одного изнаночные. Продолжаем. Второй ряд вяжем следующим образом. Первая петля у нас изнаночная, 2 накида подряд, снова изнаночная, 2 накида подряд, снова изнаночная, 2 накида подряд, изнаночная, 2 накида, изнаночная, 2 накида, изнаночная, 2 накида, изнаночная, 2 накида. Продолжаем до конца ряда. Третий ряд вяжем. Так, смотрите, кромочную сняли, накиды спускаем, петлю вытягиваем. 7 раз так проделываем. Спускаем накид, вторая петля вытягиваем. Спускаем накид, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. 7 петель у нас вытянутых, длинненьких, да? Смотрите, что делаем дальше. Переснимаем их на левую спицу, все 7. И сквозь 7 этих петелечек, вытягиваем петли. 7 из 7 7 вытягиваем. Смотрите. Раз сделали, да? Смотрите, чтобы все петлики проходили. Сделали, вытянули, раз, накид, 2, накид, 3 вытянули, накид, 4 вытянули. Получилось из 7 7. Это все скинули, сбросили. Из 7 7 получилось, видите, да? Следующее то же самое проделываем. Скидываем накиды, вытягиваем петлю. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Переснимаем на левую спицу все 7. И сквозь все 7 вытягиваем 4 раза. Смотрите, как я это делаю. Раз вытянула, сделала накид. Через все 7. 2 вытянула, сделала накид. 3 вытянула, сделала накид. 4 вытянула. Вытянула 4 раза, сняла. Снова спускаю петли, раз, вытягиваю их, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть все накиды спустила, 7 петель вытянутых у меня, переснимаю я их на левую спицу и через все 7 делаю
вытягиваю 1 накид, 2, 3, 4. 4 раза вытянула. Все. Итак, девочки, продолжаем до конца ряда. У нас с вами вот так должно получиться в конце ряда, да? Теперь переворачиваем наше вязание. У нас с вами 4-й ряд. Все петли вяжем изнаночными. То есть все наши вот эти первую кромочную сняли, и все остальные петельки вяжем изнаночными. 7 петелечек вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, далее переходим. Тоже следующие 7 вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Итак, до конца ряда. 5-й ряд у нас все петли изнаночные вяжем. Это лицевой ряд. Все петельки вяжем изнаночными. До конца ряда так. Продолжаем. 6-й ряд вяжем. Мы уже этот ряд такой вязали. Помните, да, когда накиды у нас двойные идут. Первая петля идет изнаночная, 2 накида подряд, да? Опять изнаночная, 2 накида подряд. Изнаночная, 2 накида подряд. Изнаночная, 2 накида подряд. Итак, девочки, продолжаем до конца ряда. В 7-м ряду у нас с вами сейчас в шахматном порядке будут наши вот эти ракушечки вязаться, поэтому будьте внимательны. Сейчас мы будем не 7 петель, а 3 петли у нас будут задействованы с вами. Смотрите, распускаем накиды и 3 петли высвобождаем, вытягиваем. Вот 3 петли, да, первые. Также переснимаем их на левую спицу и вяжем. И из 3 3 вывязываем. Вытянули накид, еще раз вытянули, спустили. Ну а далее идут уже снова по 7 петелечек. То есть спустили накиды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петелек высвободили, да? Вытянули их, вернули на левую спицу и снова начинаем, как и раньше, с 7 7. 1, 2, 3, 4. Вытянули. Все, спустили. И далее опять высвобождаем. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель. Также с 7 7 вытягиваем. 1, 2, 3, 4. Снова также вытягиваем 1. Давайте до конца ряда, девочки, сами. Итак, и в последние 4 петли у нас остаются в конце ряда. Из них мы ввязываем 4. То есть делаем 1, вытянули накид, 2 вытянули, сделали еще раз накид и тогда спустили. То есть из 4 4 кромочные связали изнаночные. Так, переворачиваем наше вязание. 8-й ряд. Все петли вяжем изнаночными. Все. И считаем. Должно получиться у нас 37 петель. 1, 2, чтобы не было путаницы, да? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Продолжаем, девочки, все изнаночные вяжем. Вот такой у нас с вами замечательный, шикарный узорчик получается, красивыми такими барашками, да? Сейчас сделаем влажную тепловую обработку образца, чтобы понять, как он у нас вытянется и какой примет форму в итоге. Итак, давайте с вами горячим паром обдаем наш с вами образец, он влажным становится, и будем его тянуть. Тянем его и по горизонтали, и по вертикали. Тянем.
влажный, податливый. Все, он принял ту форму, которая теперь у него будет всегда. Еще раз. Контрольный, да, потянули. Все, теперь он от нас никуда не денется. И после стирки такими же барашками он остается. Кстати, он стал более мягкий и более тонкий после такой влажной обработки. Так, сейчас у нас с вами задача расчет плотности. Измеряем ширину образца. Так, 16,5. Здесь тоже 16,5. 37 петель участвовало у нас с вами в узоре. 37 поделить на 16,5 сантиметров. Получаем. Плотность у нас получилась 2,2. Давайте запишем, чтобы не забыть. В 1 сантиметре у нас 2,2 петли. Теперь по вертикали плотность определим. У меня здесь участвует 2 раппорта, высоту, и я измеряю высоту узора. 13 сантиметров. Раппорт составлял 8 рядов, то есть это 16 рядов поделить на 13 сантиметров. Ну да, 16 рядов поделить на 13 сантиметров. Это будет плотность 1,23. Ну, 1,2, да? То есть в 1 сантиметре 1,2 ряда. Вот такая вот у нас получилась плотность по горизонтали и вертикали. Теперь нам, девочки, с вами понадобится с вами выкройка. Итак, вот такая у нас будет с вами выкройка. Все здесь у нас в силу того, что особенная схема, особенный узор, да, вот такие вот у нас все будет прямое, да, прямой вырез горловины, прямая пройма. Но ничего страшного. Таков узор, это тоже будет хорошо смотреться. Итак, наша задача с вами сейчас определить количество петелек на тот или иной размер. И, в общем, начинаем мы с того, что по выкройке я вам говорю. Смотрите, будем составлять описание для размера 42, 48, 42, 44, 48 сантиметров будет у нас ширина спинки и переда. 46, 48 размер, 55 будет сантиметров ширина. И 50, 52 будет 58 сантиметров ширина спинки и переда. Если у вас мерочки немножко отличаются от моих, пожалуйста, девочки, ничто вам не мешает изменить эти мерочки под свои индивидуальные. А определяем петельки с учетом нашей плотности. Помните, да, в 1 сантиметре мы посчитали 2,2 петли. И смотрите, что мы будем делать. Мы с вами вот эту вот величину в сантиметрах будем умножать на нашу плотность по горизонтали 2,2. Итак, 48 сантиметров я умножаю на плотность 2,2. Получаем, девочки, 105, почти 106 петель. Сразу вам скажу, здесь должно быть нечетное число, поэтому я буду делать 107 петель. Объясню почему, чтобы раппорты хорошо легли, потом объясню позже. Второй размер 55 сантиметров умножить на 2,2. Это будет 121 петля, запишем. И третий размер 58 сантиметров умножить на 2,2 плотность, получаем 127 петелечек. Следующее, что мы с вами делаем, мы распределяем раппорты узора. По схеме у нас раппорт узора составляет 7 петель, да, 7. Поэтому все наши петли делим на число 7, чтобы узнать, сколько целых раппортов у нас будет умещаться. То есть 107 петелечек поделим на 7, получим 15 раппортов целых. Смотрите дальше. 15 раппортов умножить на 7, это занимает 105 петель. Плюс 2 кромочные. 107 петель, те, которые я вам говорил, должны быть.
Следующий размер 121 петля поделить на 7 петель, число петель в раппорте, это 17 раппортов. 17 на 7 займет 119 петель, плюс 2 кромочные, будет 121 петля. Понятно, да? И третий размер 128 петелечек поделить, 127 там было, я вам сразу говорю, 128 поделить на 7, будет у нас с вами 18 раппортов. 18 умножить на 7, это 126 плюс 2 кромочные. Понятно, почему не 127, а 128? Потому что так у нас укладываются раппорты узора. Так, с этим вы все тоже поняли. То есть для первого размера у нас идут с вами 15 раппортов, для второго размера 17 раппортов, и для третьего размера 18 раппортов по 7 петель. Теперь, что касается, как их расположить. Обращаю ваше внимание на схеме. Да? Смотрите. Они у нас будут располагаться, в принципе, они тут выделили. Ну, начнем с 1 по 8 ряд. Все нормально, девочки. Начинаем. Никаких тут вот эти 3, 4, да, не нужно этого ничего делать. Вот у нас идут с вами сразу первые 7, и они у нас включаются с вами в узор, да. Потом следующие 7 петель тоже включаются в узор. А здесь идет в шахматном порядке 3 петли и заканчивается ряд 4 петельками. Да? Тут все будет четко и нормально. Вот этого ничего огородить не нужно. Так, теперь давайте посмотрим, что у нас касается выреза горловины и проймы. Ну, поскольку узор такой своеобразный, девочки, 7 петель будем с вами убавлять. По вырезу горловины сразу скажу. Убавляем целый раппорт. Никак мы там по раздельности, наверное, не нужно это все делать, да? Глубина проймы будет на все размеры 7 петель. Будет немного спущенный рукавчик, ничего страшного, это все равно нормально, гармонично смотрится, да? Так, теперь по вырезу горловины. Смотрите, тоже, чтобы удобно узоры располагались. Ну вот у меня, например, получилось по тем меркам, которые я здесь смогла определить, 45 и 46 петель по вырезу горловины, посчитала я. Так, 45 это на первые 2 размера, 46 я сделала на размер, который у нас с четным числом 128, да, петель, на третий. Так, ну и все, что остается, это плечи. Все это будет в описании, девочки, под видео выложено. Я это сейчас не буду считать, мы много раз с вами это считали. Теперь по рукавчику. Смотрите, по низу, чтобы тоже четко расположились узоры. Первый размер у меня составил 58 петель, второй 65 и третий 72 петли. То есть, ну, вы понимаете, прибавляются каждый раз раппорт по 7 петель, да? Вот, 58, что это такое? Ну, на первом размере покажу вам 58, мы поделим также на число 7, число петель в раппорте, 8 раппортов у нас целых, 8 на 7 это 56, плюс 2 кромочные, вот отсюда берутся 58 петель, да? Также желательно рассчитать и вот здесь поверху рукавчика, самая широкая часть, тоже, чтобы целое число раппортов было, да? Вот. И, в общем-то, с этим тоже все будет понятно. Берете ширину, умножаете на плотность, ширину рукава в самой широкой части, умножаете на плотность, получаете вот эти петли. 86, первый размер, второй 93 и третий 100 петель. Так, а теперь необходимо посчитать нам скос. Вот смотрите, здесь на протяжении 20 сантиметров у нас без скоса идет просто прямое полотно, да? Вот с этими петлями, которые мы с вами в начале положили, да, посчитали. А вот на высоту 21 сантиметр идет скос. Вот. И этот скос надо перевести нам с вами в вертикальную плотность, чтобы измерить ее рядами. У нас с вами вот такая своеобразная вертикальная плотность в 1 сантиметре
1,2 ряда. Ну, вы видели, петли вытянуты, это не случайно, да? Поэтому у нас умещаться будет с вами 26 рядов. Я 21 сантиметр скоса умножила на плотность 1,2. Вот это 26 рядов. Я всегда округляю в сторону четного числа. И скос у нас будет с вами составлять 14 петель. Почему 14? Объясняю. На примере первого размера. Смотрите, из большего числа 86 по верху рукава. Я отнимаю 58 по низу рукава и делю на 2, потому что у нас 2 скоса. Получается, на каждый скос приходится 14 петель. Показываю. 86 отнять 58 по низу, получаем 28 петель. Всего надо прибавить. Поделим на 2, на каждый скос 14 петель приходится. Их надо распределять с вами равномерно. Поскольку у нас 26 рядов, можно устно поделить на 14 петель. То есть приблизительно в каждом ряду, девочки, мы будем делать с вами. В каждом втором ряду будем делать с вами прибавки. В каждом втором ряду. Вот. И на высоте, вот здесь стоит величина 47 сантиметров, да, 47 сантиметров. Мы их также переведем с вами в ряды. Вообще эта мерка будет индивидуальная. Посмотрите по своему росту, не будет ли этого слишком много для вас или слишком мало, да. То есть это все как бы надо со своими габаритами, со своими размерами согласовывать все эти мерочки. Ну а я вам на примере показываю. 47 умножаем на вертикальную плотность 1,2 и получаю показатель в рядах. Это 56 рядов. Вот. То есть у нас получается с вами наш ажурный узор, весь рукав будет вязаться 56 рядов должен составлять. Вот таким образом получается. И здесь, конечно же, нужно тоже обязательно стараться, чтобы плотность вашу измерить, может быть, даже если вы будете из другой пряжи, более индивидуально, более детально обращать на это внимание, не подходить к этому, так скажем, халатно. Обязательно эти показатели, иначе рукав у вас после стирки станет длинный, или наоборот, короткий. Ну, все это дело, как я вам сказала, обязательно нужно не игнорировать, обращать внимание. То же самое касается вертикальной плотности при вязании переда и спинки. Стоит вот показатель 32 сантиметра от начала вязания до проймы. Да? Переводим тоже в ряды. То есть 32 сантиметра умножаем на плотность, которая у меня получилась 1,2. Это 38 рядов, девочки. То есть 32 сантиметра, по моим расчетам, это 38 рядов. Может быть, у вас будет какой-то другой показатель. Может быть, вы как-то не так будете петли вытягивать. У нас у всех как бы, будут небольшие, возможно, отличия. Например, в оригинале у этого джемпера стояла плотность 1,5. У меня вот 1,2 ряда получилось. Поэтому все по-разному вяжем. Обязательно обратите на это внимание. Так. Ну и также все остальные мерки, которые у нас с вами на выкройке, тоже переводите в ряды обязательно. Вот, например, от начала вязания до выреза горловины переда стоит там величина 42 сантиметра. Также 42 умножайте на плотность по вертикали, в моем случае 1,2, получаете показатель в рядах. Так и вяжете, не сантиметрами измеряя, а рядами. Вот такие вот, девочки, нехитрые расчеты вам понадобятся для того, чтобы правильно и грамотно связать данный джемпер. В принципе, этот узор можно использовать для топа. Красивый ажурный топ связать необычным узором. Вот. Этот узор можно использовать в качестве, например, чередования лицевой глади, да, и вот этого красивого барашками узора, да. То есть здесь много вариантов. Любой из них приемлемый, любой можно проявить свою фантазию и разработать какую-то индивидуальную модель на основе вот этих вот наших с вами сегодняшних
разговоров, сегодняшнего показа, сегодняшнего образца, который мы с вами связали, да. Обязательно потренируйтесь связать этот узор, не игнорируйте, как бы, да, вот это то, что там что-то связать нужно. Некоторые, я знаю, любят сесть и прямо начать сразу петли набирать, там что-то куда-то спешить, не спешите, попробуйте узор, ваш ли, получится ли он вам. Бывает так, что, вот, например, у меня было так, бывают такие моменты, сажусь вязать узор, но не идет, ну не нравится, вот просто не идет, не нравится, я не знаю, я просто все распускаю и ищу какую-то другую модель, другой узор. Такой тоже возможный вариант. Но думаю, что вот вязал этот узор с удовольствием. Вот реально мне прям вот такой азарт был вязальщицы. Хотелось вот этот барашек этот изобразить, нереально красивый узор, который, в принципе, надо его применять в других каких-то моделях, не обязательно чисто им вязать. То есть, мне кажется, вот сочетание, например, с какими-то другими узорчиками, там, ажурными или просто даже с лицевой гладью, он будет вообще супер смотреться. Я желаю вам моей хорошей удачи. Описание на эти размеры, которые мы с вами разбирали, будет, как всегда, под видео для вашего удобства. До новых встреч!